Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. В прошлом видео мы с вами готовили вот такую пиццу. И сегодня из этих заготовок мы будем шить хозяйственную сумку. Я вырезала две основные детали размером 33 на 36 по высоте 33. Также две боковинки, размер 11 на 27. И донышко. Вот такое донышко я сложу вот таким образом. Состыковываю с нижней части. И наложив вот это донышко посередине, я пристрочу к основным деталям. И вот я пришила донышко. И дальше начну заниматься боковинками. Вот боковые части сумки. Я пришила подкладочную ткань с изнаночной стороны. И также пришила бейку. Бейку я выкраивала не по косой, по долевой или по горизонтали. В общем, бейка прямая. Еще из подкладочной ткани я сшила вот такой карман. Я теперь прикладываю, к какому месту мне пришить карман. Здесь у меня еще будет обтачка. И это надо учесть, чтобы карман не оказался очень низко. Примерно вот так. Вы видите, что я сделала отстрочку, а боковые части я подогнула. И сейчас я отворачиваю таким образом, прошью по низу, затем отверну и еще раз вот таким образом пришью и сделаю строчку посередине или как, в общем, вам надо. Одну можно пошире, другую часть поуже. Затем вторую часть подкладочной ткани. Вы видите, что подкладочная выкроена по размеру деталей. Я пришью вот таким образом. Сошью подкладочные ткани, вот эти две части вместе. И также по периметру все обстрочу. При пришивании подкладочной ткани к основной детали подкладочная ткань должна быть слегка натянута. Это нужно для того, чтобы потом при складывании вот таким образом у нас внутри не образовалось лишних складок. И теперь мы будем пришивать боковинки. Сначала мы пришьем вот здесь у основания к донышку, а затем боковые стороны. И хочу обратить ваше внимание, что длина боковинки у нас изменилась. Она должна быть на 3 сантиметра короче основной детали. И вот я пришила боковые части и чуть-чуть подрезала уголочки вот в этих местах, потому что сейчас мы будем все это собирать вот таким образом, чтобы уголочки нам не мешали. И скреплять я буду вот такими прищепками. Это прищепки от советских карнизов, если помнит. И они очень-очень крепкие. Посмотрите, они вот двух видов у меня. Замечательно сдерживают детали. Точно так же я сейчас сделаю с другой стороны.
И потом соединю все это машинной строчкой. Ну вот, наши сшитые детали. И сейчас вот эти швы, эти срезы нам надо будет обработать бейкой. Бейка у меня опять скроенная по прямой. И ширина бейки 3,5 сантиметра. Ну и вот так выглядит сумка, обшитая бейкой. Конечно, вот в этих уголках было затруднительно проходить на машинке, но у меня получилось. Я скроила 2 детали для ручек. Размер 8 на 50. И вот таким образом я заутюжила вдвое, сложив. А дальше я сложу срезы к середине и застрочу с обеих сторон. Ну вот, девочки, я сшила ручки. Швы я проложила по обеим сторонам. Никаких уплотнителей я вставлять не стала. Эта джинсовая ткань толстая. Ткань бывает разная, но это вот толстая. Ручки получились очень плотные. Еще я выкроила вот такие 2 детали. Это будут у нас планки на край сумки. По ширине 10 сантиметров. А по длине равняются длине детали и с припусками на швы. Лишнее я потом срежу. Выкраивала таким образом, сохранив вот эти боковые швы. Я хочу их использовать. Дальше я беру наши заготовки, которые со швами, нахожу середину. От середины в обе стороны по 7,5 сантиметра и делаю меточки. И дальше от этой метки я прорезаю здесь отверстие. Вот таким образом. И вот в эти отверстия я сейчас вставлю наши ручки. Вот таким образом. И дальше прокладываю здесь, отвернув вот так, я делаю по 3-4 строчки, закрепляю ручки наши, и вот так это выглядит. И теперь эти обтачки надо пришить к телу сумки. Также здесь находим середину, совмещаем с серединой на обтачке. Значит, смотрите, ручки у нас будут вот так расположены. Мы их отворачиваем, отгибаем одну половину детали и здесь прострачиваем. Обтачки наши пришиты, и вот так это сейчас выглядит. И сейчас займемся молнией. Я пришила с одного конца заглушку такую, а другой конец, вот эти хвостики, я загнула на 90 градусов и прихватила их. Лишнее срезала. У нас выкроены вот такие 2 детали. По ширине, вернее, по длине они равняются ширине нашей сумки. Вот так. Планки эти будут
в готовом виде короче, чем основная деталь, основная ширина сумки. Так, вот 2 детали из подкладочной ткани и 2 детали из джинсовой. Мы берем подкладочную ткань, на нее накладываем вот так молнию. Этот хвостик у нас остается длинненьким. Здесь на пару сантиметров короче. Сверху, лицом вниз, я накладываю верхнюю деталь планки. И вот здесь прокладываю строчку, тем самым соединяя все 3 детали. И потом это вот так отогнется. Аналогично я поступлю со второй частью планки. Девочки, показываю. Значит, вот я пришила, проложила строчку. Со стороны длинного конца я не дошила 2 сантиметра. Здесь я прошила, соединив концы. Здесь отгибаю вот таким образом молнию. И также соединяю концы, прошиваю вот в этом месте. Затем я обрежу уголочки, выверну и проложу строчку отделочную. Здесь у нас будет зашит конец. И точно так же. Ну и вот так выглядит вшитая молния. Теперь смотрите. Вот эта планка с молнией, она должна быть короче основной детали сумки. Я уже говорила об этом. И вот как это выглядит. Где-то по 1,5, по 2 сантиметра. У меня почти 2 сантиметра с обоих сторон. Мы находим у этой детали серединку. Я поставила меточки. Теперь у обтачки вот этот незашитый край, не пришитый край, мы вот так накладываем нашу планку с молнией, совмещаем серединки и пришиваем. И точно так же со второй деталью поступим. И вот планки с молнией у нас вшиты, пришиты. Теперь смотрите, что я делаю. Вот это я складываю на внутреннюю сторону сумки. Припуски у нас остаются внутри, они уходят сюда наверх. И я провожу строчку, прокладываю строчку в раскол вот этого шва. И у нас остается вот такая чистая внутренняя часть сумки. То же самое и со второй половинкой. И вот я показываю вам готовую сумку. Она получилась зачетная. Мне нравится. Вот здесь все отстрочено. Так она выглядит внутри. Девочки, кто-то спрашивал уже в прошлом видео. Я же там говорила, что буду шить хозяйственную сумку. Не тяжелая ли она? Нет, она не тяжелая, она абсолютно легкая. Ну да, еще под прошлым видео мне написали комментарий, что я пользуюсь ужасными словами, такими как глажка, наживулька.
Девочки, я пользуюсь словами, к которым привыкла, которые обиходные слова. Мы же не говорим: пойду-ка я поутюжу белье или мне надо поутюжить блузку. Пусть профессионалы пользуются своими терминами, а я буду говорить так, как я привыкла. Это не профессиональные мои работы, где-то я шью не по правилам. Но я показываю так, как я делаю. А если кому-то не нравится, пусть не смотрит, и не надо мне писать, что я пользуюсь ужасными терминами. Ну вот такая концовка моего видео. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ну и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои работы. Я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи.